Здравствуйте, дорогие друзья! Давно я вам не слал приветов из Кишинева. С Новым годом вас еще раз, с крещением. Сегодня крещение. Поздравляю вас, желаю вам добра, счастья, радости в жизни. И хочу, пользуясь случаем, отблагодарить всех тех, кто поздравил меня с юбилеем 2 пятерки. Сердечно поблагодарить всех, кто поздравил, и тех, кто не успел поздравить. Хочу успокоить, что я готов для поздравлений целый год. 365 дней, как говорит Юра. Юра, кстати, потом если... Так, да. И ладони мои, ладони круглый год открыты для подарков. Так что не переживайте, кто не успел по тем или иным причинам, это можно сделать в течение года, в любой день недели. Так, сегодня со мной Юра. Вот Юра, который все знает про Кишинев, вы уже знаете его. Юра таксист, Сережа таксист. Да. Ты не сделал мне рекламу. Я не рекламу, я делаю из них звезд. Я не таксист, я водитель кобылы. Звезд экрана делаю. И мы сейчас едем на задание. Я в случае снимался в кино. Да. В российском. Как назывался фильм? Да, несколько. Много было. Вернее, немного, несколько. Ну, я потом узнаю точнее и напишу в описании под роликом, где можно найти, если можно найти эти фильмы с участием Юры. Ну, потому что, в принципе, они вам зачем, когда вы знаете его по моим фильмам, по моим репортажам, которые не менее значимы, чем те фильмы, в которых он снимался. Сегодня мы едем сейчас вот на задание. И позже случая я вам снимаю. Мы едем на секретное, да. Мы едем с Буякан. Сейчас мы движемся по улице Белинского, мимо еврейского кладбища, которое находится слева. Едем на Чекана. Как поедем, я не знаю. Как Юре будет удобнее. Через Друляшт. Могли поехать, но не поедем. Да, вот мы пересекаем улицу Суворова, бывшую ныне это Ион Николча. Пересекли успешно. С правой стороны осталась телефонная станция. Не знаю, она так и называется или нет. С правой стороны было очень уютное кафе «Кто с Буякан». Вот в этом доме, посмотрите, где вот эта пристройка, было кафе «Густос». Я с него вел репортаж, и всем, кто жил на этой магале, Олег Флория, Светлана Ориштер, всем привет. Это вот у нас улица Дмитру Коробчану. Да, по-старому это переулок Белинского. Первый, да, переулок Белинского. Ну да, там даже он остался на доме. А на доме Юра прочитывает, вот на 42-м доме. Первый переулок Белинского и туда вниз. Вот Светлана Ориштер. Там живет ваша одноклассница, кажется, Лариса, я не помню, и Олег. Я был у них в гостях. Сейчас мы выходим, пересекаем или выезжаем улица Чернышевского. Сегодня она называется Ион Крянга, Ион Веткин. Да, сегодня у нас зима, 19 января. Погода хорошая, около нуля. Прошел снежок. Снежок прошел, да. Да, утром был такой гололед, что ноги разъезжались. Вернее, колеса разъезжались. Да. Юра говорит, если бы он не занимался в свое время фигурным катанием, он бы не смог добраться до машины. Юра еще и фигурист. Я тоже занимался коньками, хоккеем на льду 2 раза. Когда учился в спортшколе, нам выдали коньки, и мы на Комсомольском озере играли в хоккей. Были такие коньки у нас, канатки. Да, вот туда прямо вперед улица Белинского. А пересекает ее улица Чернышевского. Направо наверх кинотеатр «Флаг» разноименитый. А вот вниз сейчас будем скоро пересекать, дай бог, улицу Няги. Дорожное покрытие новое, и тротуары у нас тоже закатали в тротуарную плитку. Дома. Ну, это, кстати, лучшая дорога в Кишиневе. Вот это? Чернышевского, да?
Юра, как таксист, я ему верю, даже никаких сомнений. Вот перекресток с улицей Няги, и здесь справа когда-то было в советские времена интересное кафе. И здесь я попробовал жульен когда-то еще. Вот тут была кафешка, да, Юрчик? Да, жульенная, да. Жульенная, да. Ну, короче, там жульены. Жульены, хорошие. Были в городе. Да, вот там мы пробовали, помню, в каком-то 80. Таких штучках. Да, вот в таких, как это назвать, пиалочка, тарелочка, вот такие маленькие. Жульенницы. Логически. Жульенницы, да. Да. С правой стороны сейчас будет Баташа. Для всех, кто старые жители Буякан, никогда не называли его дендрарием, называли ботанический сад Баташа. Сейчас его облагородили и изымают плату за свадебные всяческие фотосессии. За вход. Просто, да. А ваш автор учился, кто не знает, в этом вот рядом пединститут. И мы здесь часто вот гуляли и рисовали. Пленер называется. Такая живопись, рисунок на природе. Такие этюды. И вот мы стали в пробке. И видите, как вот культурно ездят в Кишиневе. Вот эта полоса. Тупорылая разметка. Нельзя делать на двухполосной дороге выделенку для автобусов. Нельзя. Я тоже так считаю. 3 минимум должно быть. Да, чтобы выделенка, а вот тут попер по выделенке. Вот, потому что здесь камеры нет. Вот это в этом квартале. Там выше квартал есть камеры, здесь нет. Да, но нас интересуют больше старые моменты в Кишиневе, которые можно прицепиться. Вот можете наслаждаться старым двухэтажным строением на улице Чернышевского. Их тут много. Вот эти вот дома, типа малосемейки, типа общак, не знаю как, но мне очень нравится, потому что они двухэтажные, не громоздкие совсем. Вот виднеется безликий новострой, я даже его снимать не буду, потому что там не на что смотреть просто. Называется Соломон. Да. Ну, фирма Соломон строила. Делаем. Да, чуть не далеко, сказал. Да. Соломоны, фигоны какие-то. Вот наш родной пединститут имени Иоанна Крянга. Я учился здесь на худграфе. Потом худграф перенесли там в район. 31 августа. В район улицы Панфилова, там улица Даватора есть. Вот там был наш факультет художественно-графический. И опять радуем себя взорами вот на эти двухэтажные строения советских времен постройки, которые очень уютные, такие небольшие. Вот мне нравится все старое, потому что и нашел себе единомышленников. Люди как радуются тому, что не нужно напрягать воображение, а просто посмотрел и перенесся как на машине времени. Да. Вот елочки у вот этого корпуса, я не знаю, какой-то факультет, ну, кто учился в пединституте, тот знает, что за факультет. Вот мой худграф, вот там за теми 4 елками. Наш худграф такой вот 4-этажный, вот он, бывший худграф, сейчас не знаю, что там. Кафе этого не было. Зайн кебаб. Здесь на первом этаже были мастерские механические. И вот это кафе Оклипа было еще в 88 году. Вот сюда мы бегали, кто вот учился на худграфе, тут теме, что у нас не было строгой привязки, там вот лекция. Мы могли выйти в любое время, называлось «Отдохнуть глазу». И вот глаз отдыхал здесь за стаканом кофе. Конфет. Или тут и вино продавали. Да, мы пили по стаканчику вина, когда у нас не было в канистре. Творческими людям можно. В туалете мы пили, да, как сейчас помню. Это вот с левой стороны Буяканско-Скулянский кружок и завод «Топаз». Вот та же самая остановка, кто учился в пединституте, всегда вот видел эту остановочку или отправлялся с нее в наши общаги, которые находились на Патриса Лумумбе, перекресток с улицей Загородной. Там вот оружейные рядом. Всем привет пединститутовцам. Да, любителям троллейбуса вот такие троллики у нас еще есть. Я не знаю, что за марка, кто в теме, тому будет приятно. Энгельс.
любит... завод Энгельс, ЗИУ. Ну, у меня много есть... Завод именно Энгельс. У меня, кстати, знаешь, дофига поклонников троллейбусной техники. Они так знают все вот эти ЗИУ, МИУ, там, Мурицкий, короче. Я в них не разбираюсь. Завод имени Урицкого находится в городе Энгельс. Вот видишь, ты даже... Я знаю, что в Энгельсе находится полк дальней авиации. Вот это я знаю точно. Ту-160. Да, белые лебеди. Белые лебеди в Энгельсе. Да. Вот это здание напротив, то, что там написано крупно Кенфорд. Все помнят, раньше там были большие такие электронные часы. Вот проспект Ленина начинается здесь и пошел туда наверх пролезать наш город. Сейчас будем проезжать троллейбусные парки, и нашему взору открывается сразу вот администрация троллейбусного парка. И с правой стороны мебельная фабрика. Тут где-то вот еще вот, если ворота будут открыты, мы сможем увидеть троллейбус. Да-да-да, вот старый троллейбус вот стоит на постаменте, но он действующий. Я знаком с главным инженером-электриком этого парка. И он выезжает на нем, он устраивает эти экскурсии, и все, он приглашал меня, надо вот никак не доберусь. Да. Здесь с левой стороны столовая еще с советских времен. Такая диетическая кантина. Одна из самых дешевых в городе. Вернее, самая дешевая. Надо посетить ее. Но говорят, за то, что она диетическая, там невкусно. Ага. А здесь слева, если кто помнит, раньше был еще продуктовый магазин. Он работал допоздна, и мы, помню, на какой-то дискотеке с пединститута пришли сюда. И помню, мы покупали вино из окошка такого. Через окошко нам выдавали продукт винный продукт. Да, и сейчас вот откроется нам нашему взору улица Аргеевская, ныне как она называется, Михай Витязу. Да, ее разделили, да, Юра? Этот кусок Михай Витязу, а тот Аргеевская. Нет, да? Аргеевская сейчас от Вестряничена уходит вверх. Это Аргеевская. Угу. Ну, раньше это тоже называлось. Это была Аргеевская. Сейчас Аргеевская от Вестряничена. Ну, для всех старых жителей все равно вы будете называть ее Аргеевской, и я тоже. Сейчас вот на старом месте мы увидим нашу знаменитую сладкую фабрику Вукурия, самое сладкое место в Кишиневе. И здесь, как всегда, вот там, видите, такой вот парит из трубы. И вот этот характерный запах ирисок вот всегда был и есть, что не может не радовать. Здесь мое любимое место с левой стороны, вы знаете, наш ЖЭК. Франзи Луца. Тут раньше был магазин, вот он закрытый, к сожалению. И завод закрыт. Такой маленький магазинчик был уютный, хлебно-продуктовый. Там все так было просто и демократично. То, что нравится вашему автору. Вы знаете, маленькие магазины, маленькие кафе, где есть душа, где все тебя знают. Я сейчас вот сидел в нашем кафе в нашем доме. И у нас открылся маленький магазинчик. Вот я характеризую это тем, что вот чем мне нравятся маленькие магазины, что в них вы знаете, как зовут продавца, вы знаете, как зовут мужа этой продавщицы, потому что в основном женщины-продавщицы, как семья, как дети. Там соседи встречаются, обмениваются новостями, сплетнями. И очень мне это нравится.